Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу под названием Зуба, и сегодня будем прокачивать пингвина в фазе на 16 уровень. Да, я сам в шоке. Но такие вот дела. Скидочки, как говорится, бывают очень редко, поэтому качаем, пока есть возможность. Ну и в скинчик сегодня модом поиграем, в серфер фазе, все дела. Аж целых 8 жетонов у меня лишних есть для прокачки 16 уровня, целых 8 жетонов, да. Возьмем основную линию, больше ничего брать не будем, потому что и так дофига монет на это все уходит. А персонажей все больше и больше, я, короче, уже устаю их качать. А рейтинг держать я уже вообще молчу. Пора бы уже новую систему рейтинга делать, но разрабы, видимо, пока еще не делают. Или уже сделали, или делают. Ну, короче, не знаю, что они там делают. В общем, все, прокачали мы пингвина в фазе, получили 30% к урону с лука и 3 атрибута. Ну и давайте 16 уровень. Блин, 17 дальше, не хочу туда идти вообще. 1000 хпшечки, 8000 хп в фазе. Вжух и... готов. Вот он, серфер в фазе с 16 уровня. Да, никогда не думал, что я его прокачаю так быстро, но так сложились обстоятельства. Итак, закинем один атрибут в бомбу. 2%. Наверное, в перезарядку закинем, чтобы было плюс-минус по балансику. И 2 атрибута в лук. Тут уже вопрос интересный, потому что вот скорость бы взять и дальность, наверное. Либо 2 дальности. Но нет, 2%. Я хочу вот так вот взять, чтобы было пошустрее у фазика с луком. Опять же, есть такой момент у фазика. Это то, что... ну... сводка лука. Вот влияет ли параметр скорости на этот момент, я не знаю. Хотелось бы, конечно, это узнать, но... наверное, не узнаем. Сегодня поиграем с такой сборкой, я ничего не буду. Мне, в принципе, зубы вампира понравились. Они позволяют фазику выживать в сложных замесах. Ну, а и таких замесов, поверьте, очень много. И когда вы получаете много урона, фазика как бы помало. Ну вот что с ними не так? Ну почему мне опять одаренные попались? Ну, Зуба, ну за что ты так со мной? Ну, хорошо же общаемся. Ладно, давайте отправимся вниз к этим хотя бы троимцам. Надеюсь, это... спокойно. Никс такой подумал, да ну нафиг этих неадекватов, и убежал умирать. За что мне все это, ребятки? Вот скажите мне, почему мне именно сегодня, именно сейчас попались вот такие вот уникальные игроки? Я не знаю. Это судьба, наверное. Как говорится, качнул 16 уровень. Иди нагибай соло 3 сквада. Наверное, в этом и суть. Наверное, но это не точно. Блин, 16 уровень, такая имба. Ладно, погнали, врываемся. Да что ты, блин, здесь прыгаешь весь? А кто легендарного бота, интересно, залутал? Я не знаю. Ага, понятно. Не мы. Ну, заметьте, там, кстати, тоже неплохой уровень у противников. Какой-то есть. Правда, я не понимаю, что это за уровень был. Так, пока что слем автоатакой, потому что мне сейчас кроме автоатаки ничего не нужно. Я и так здесь, в принципе, попадаю. Блин, маневрировать очень сложно. Когда тебя бахают так жестко. Так, у нас Брюс-то умер. Ага. Ага. Очень интересно, Брюс умер, конечно. Заметьте, кенгуру не резнул кролика Скипи. Офигеть, это ж надо бы быть таким душным, а? Чтобы не резать кролика Скипи на кенгуру. Так, нужно срочно лутать сейчас золотую гранату. Жираф, кстати, был легендарный. Так, пока что отхиливаемся, нормально у нас все. Блин, до Брюса просто дойти не могу. Закидываем урончик, закидываем... что получается? О, Дона с феромонами, смотрите. Кто-то шарит. Кому-то повезло, низкий уровень, а уже с феромонами. Красавчики, везучие. Ой-ой-ой, что-то я перебыковал. Похилиться, хилиться нечем. Беги! Помогите, срочно! Срочно, врывайтесь! Никс, ну что ты... Да, 12 уровень. Целый 12 бесполезный уровень. Он еще и с феромонами, ё-моё, как можно так без... Ладно. Бывало, что я хуже феромон использовал, но... Ой, ладно, проехали, ребятки, просто... Наверное, я сейчас сделал ошибку, то что перебыковал, я что-то думал, что будет все норм. Но я ошибся. А замесик был классный. Вот побольше бы таких замесиков, вообще было бы кайф. Да, 16 уровень вроде есть, а... шот на всех не можешь, потому что подкрутки к уровням слишком много дают. Было бы хорошо, если бы они не давали ничего. И было бы вот реально то, что вы наносите там сколько-то тысяч урона с 16 фазе по первому уровню и шотаете его спокойно. Но в Зубе такого нет. В Зубе есть подкруточки. Да. Ну что поделать. Вот так вот разрабы борются с тем, что у нас отсутствует баланс по уровню. Типа подкручивают
чтобы было веселее играть. Ну вы понимаете, это же разрывы зуба, да? Как по-другому. Так, повезло мне на золотую гранату нарваться, это хорошо. Тут золотая гранатка еще одна есть, может кто-то не успел залутать. Хотя кроме меня и Никса тут больше никому гранаты-то не нужны. Блин, сколько ботов здесь? Прям дофига. Надо бы всех залутать. Жалко, что легендарного нету, было бы хорошо. Но Никс бы отобрал или Хамелеон, кто-нибудь из них, короче, как обычно. Так, ну что-то как-то подраться хочется, никого нету. Где вы все, друзья? Друзьяшки. Никого нету. Печальная печаль. Скучно. О, Джейд. Джейд, стой, давай поговорим. Давай пообщаемся, Джейд. Кто меня так бахнул? Вы видали, с какого расстояния? Мне кто-то какой-то дерзкий там бахает с огромного расстояния. Это, походу, жираф, наверное. Ну да, скорее всего, жираф. Ну да, такие есть, вон он. Жирафская морда. Бахал он меня. Причем хорошо бахал так достаточно. Блин, какой же шустрый жираф. Ну, с центральным святого, блин, шустряк. Против шустрых жирафов сложновато играть. Но мы сильные достаточно, вряд ли. Здесь нам кто-то что-то сделает. Ой-ой-ой, тут надо аккуратней. А, Никс все-таки, да? Я что-то подумал, знаете, что у меня пингвин залетел? Вот реально, я подумал, что у меня ворвался пингвин только что. Я сам, на самом деле, очень сильно офигел, когда об этом подумал. Думаю, какой, блин, пингвин у меня вырывается? Вы чё? Совсем уже? Да блин, да что так душно-то? Меня сейчас убьют здесь. Да. По итогу меня убили. Да как так? Ну что мне за склад такой бесполезный? Сколько я урона в этих ребят внес? Сколько шотов в них залетело? Моя команда. 0. 0 пользы. Ай, хоть бы дефибрилляторы бы все взяли. Какие сандали святого? Ой. Да. Вроде 16 уровень. Дамажишь как не в себя. Делаешь кучу всего. Твоя команда такая. Постоим, умрем, посмотрим, как он всех затащит. Наверное, так они думают, когда видишь 16 уровня Фазика. А Фазик-то не такой уж имба, 16 уровня. Конечно, я мог бы стоять просто на дистанции, забить на команду, ничего не делать. Мувов красивых, да? Просто стоять и втыкать, и, наверное, я бы всех развалил. Короче, нельзя допускать ошибки. Нельзя. Ай. Легко сказать, да? А сложнее сделать. Хочется играть, знаете, вот командно, адекватно. То есть помогать, там, резать, спасать. Где-то даже танчить вместо моих гениев в команде, которые уже умирают. Но не всегда это получается. Так, ну здесь я, в принципе, неплохо так закинул. У нас опять Джейд какая-то умирает здесь. Так, закидываем по Генри. Тут еще змея есть какая-то. Ё-моё, сколько же вас там ходит всякого разного. Да чё нас так много, ну? О, капец, ну еще сквад пришел. Да какого? Вот, чё? Вот почему нельзя было сверху остаться? Зачем они вниз бежали умирать? Ну что? Мне так везет с командой-то, а? Вот мы убили сверху хамелеончика. Ну, точнее, я убил. Но почему нельзя было остаться в этом месте и просто там убить другую команду? Почему нужно было бежать вниз и там умирать? Именно внизу. Ну, что с ними не так? Какая у них странная логика действий? Ой, спокойно, не бомбим. Да, не бомбим. Не бомбим. Две команды не бомбим. Вот прям надо, знаете, было... Если были какие-нибудь команды, которые можно было называть... Ну, давайте им имена, да? Не бомбим. Топовая бы была команда. В зубе. Не горим, не бомбим. Сгорели, забомбили, да? Стандартно. Там еще сквад снизу бегает. Всякие лев с кофем. Ох, помню, я тоже когда-то бегал на льве с кофем. Были эти времена бородатые. Давно. Гранатки нету, это проблема. Без гранатки я не смогу хороший урон показать. Очень сильно не смогу. Но зато Хамелеона мы не отпускаем. Да, заметьте, у каждого дефибриллятор. Чё мне так везет с моей командой, а? Точнее, чё мне так не везет с моей командой? Обычно. Так, ну я автоатакой здесь ошибочно стреляю. Блин, и там, и тут, а сколько ж вас? Ну эти хотя бы, видите, вот стоят возле бота. Хотя бы стоят возле бота. Ой, командный игрок. Я зачем я дефибриллятор брал?
У нас вырывается еще один сквад, а у меня позиция не очень. Для того, чтобы этому складу противостоять. Возьмите гранату или нет? Взяли, молодцы. Так, ну вроде противники тут нас боятся, не бегут. Пока что хилимся, стреляем автоатакой. Бахаем, в кого можем бахать. Хилимся еще бахаем. Так, еще бахаем. Проблема в том, что я не могу себе позволить сейчас бахать очень жестко и очень метко. Потому что мне постоянно нужно резать кого-то. Еще, как бы там другие склады приходят. Ой, капец, как сложно. Капец, как сложно. С этим вот всем. Ну, мы вроде как-то держимся. Вроде. С тем, что я всех резаю, тут бегаю, как неадекватный спасатель, да? Малибу, ёпта. Каким-то чудом мы победили. Я не знаю, каким. А, ну тут... Короче, 2 пингвина — это сила, вот. 2 пингвина все затащили. Бедный слон. Вот это ему сейчас сочувствую очень сильно. Против 2 пингвинов драться... Ага, сандали святого, понимаю. Слончик. Так, ну пингвинчик красавчик, вот, тоже второй. Мы с ним, в принципе, все делаем очень жестко. Если бы не он, я, наверное, не вытащил. Так, ну что? Вот видите, всего лишь нужно 2 пингвина для победы, да? Для душной победы. Чтобы всех задушить, нужно всего 2 пингвина высокого уровня. Бля, там еще и волк. Ты шо, какие дерзкие, а? Один пингвин быкует, другой пингвин хелпует, потом они меняются. Либо вдвоем быкуют, либо вдвоем хелпуют. Ну, короче, вы понимаете. Приятно, когда такое вот возникает, когда хотя бы один адекватный персонаж есть в команде, который тоже может нажать кнопочки, попасть в противника и сделать очень многое. Это приятно. Весело становится, особенно в такие динамичные замесы. Да, чтобы вы понимали, ребятки, 1100 я ляпнул. 16 уровнем. Вопрос. Какой уровень нужен, чтобы апать 1200 на пингвине? Это, конечно, смешно все. Ну, я шучу, конечно. Можно брать хотя бы даже 8 уровнем 1200. Тут нету ничего прям такого. Просто... Ну, вот странно смотрится. Вроде уровень апаешь, да, а как бы рейтинг не можешь брать выше. Почему? Потому что просто такая игра. Вот она так сделана, что рейтинг не зависит от уровня. То есть ты можешь быть хоть 18 уровня, а рейтинг у тебя будет 1100, потому что он сбрасывается. А чтобы его поднимать, нужно куча времени. А персонаж уже 32. И помимо времени еще и нужна команда адекватная. Ну, потому что в соло-боях нет смысла поднимать рейтинг вообще никак. Таким образом. Ну, такие вот дела. Такой вот у нас пингвин в фазе. 14 киллов вдвоем с пингвином в фазе сделали другим. Жестко, да? Ага, и я думаю, жестко. 14 киллов на двоих. Конечно, боты были, все дела, но мне понравилось. 4 однерки у нас рейтинг. Я считаю, это нормальный рейтинг для 16 уровня. Очень нормальный, очень. По сути, ребята, которые берут 2К рейтинга, имеют 18 уровень. Всего лишь на 2 больше. А ведь недавно совсем 16 уровень это был максимальный. Да, такие дела. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.